Привет, народ! Сегодня у нас на обзоре ремонте Шаен, чуть не сказал Шаен, Ambition Soul Nova, типа копия Шаен Soul Nova Unlimited, который держака не прислали, ну да и черт с ним, он нам не нужен, потому что машинка толком-то и не работает. Проблема в чем была? Человек написал, что периодически во время работы вырубается, там что-то лампочки начинают моргать. Короче, работает как хочет. Вот, я изначально предположил на проблему с контактом, который идет на минус, по той причине, что у оригинальной Soul Nova такая проблема встречалась. То есть я уже чинил, когда машинку начинаешь вот так вот трясти, там, когда человек промывал картридж, машина обрубалась. То есть я предполагал, что где-то от тряски отходит контакт, ну и то есть вот этот вот пин, он немножко шевелится, и вполне возможно, ну как вполне возможно, я его поджимал на Шаене, и все как бы стало нормально. Что касается этого Ambition, с виду вроде как, да, типа похож на Шаен, держака, к сожалению, нету, но да ладно. Вообще удивляться качеству обработки алюминия, его анодированию уже не стоит, по-моему, этим никого не удивишь. Станки ЧПУ делают свое дело на отлично, то есть это не человек ручками тут точит, поэтому о каком-то говнокачестве обработки говорить бессмысленно. Меня интересует как бы описание машинки больше, то есть я посмотрел на Алиэкспрессе, актуальная стоимость машинки на сегодняшний день у меня $253.92, то есть $254. Можно купить в Китае, в Испании, в РФ. По описанию китайцы, конечно, да, молодцы, что сразу предупреждают, что регулировка здесь осуществляется не как в Шаене, то есть уклоном, а кнопочкой. Нарисована градация цветов. Кстати, довольно тупо, то есть 5, 6, 8 и 10 цвета фактически, я думаю, что будут неразличимы, ну, потому что они все тут плюс-минус зеленый оттенок. И еще любопытный факт, это они пишут, типа, привод, бесщеточный двигатель постоянного тока, то есть якобы бесколлекторный мотор, но так это или нет, мы проверим. В чем, собственно, проблемка? Давайте сейчас попробуем впихнем аккумулятор. Аккум, кстати, не знаю, оригинал или нет, но закос типа под фирменный Panasonic. Вполне возможно, что просто салатовую термоусадку бахнули на какой-то каличный аккум. Так, здесь наблюдаем элементы колхоза небольшого, чтобы не подгибался этот контакт. Я на Шаене, кстати, аналогично делал. Вот. Скручиваем. Так, включаем. Вот, она заработала, но звук странный. То есть даже, ну, для 5 вольт слышно, что еле-еле мотор шевелится. Так, одно нажатие выключает, включает. Да, вроде есть даже резкий старт. 2 нажать. Так, еще раз. Вот это индикация, по-моему, заряда батареи. Это выходного напряжения. Да. То есть вот оно стало бледным зеленым. 7. 8. Да, сразу заряд упал. О. Мотор начинает работать рывками. На 5 он типа работает. Да, кстати, неудобно еще то, что вам приходится по кругу гонять напряжение. То есть нету плюса и минуса, только в плюс.
То есть плюс, 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 и потом заново опять плюс, плюс, плюс. Неудобно. А учитывая то, что, ну, они вроде как попытались закосить под дизайн Шайена, тут одна кнопка. Ну, можно было бы, чуваки, впихнуть сюда чуть шире кнопку, то есть пошире чуть-чуть, но сделать как качельку плюс-минус, потому что возня вот эта по кругу не очень. Так, ну, по проблемам можно сразу сказать, что, судя по всему, проблема с мотором, потому что работает он абы как. А судя по тому, что вот машинка начинает рывками работать, я могу предположить, что электроника просто начинает уходить в защиту, обрубается, включается, поэтому, то есть, повышенный ток, и электроника уходит в защиту. Так это или нет, мы сейчас проверим, разобрав машинку. То есть мы сначала откручиваем жопень, достаем аккумулятор и скручиваем морду. К счастью, ничего не было заклеено, все раскручивается легко. Так, здесь, да, конструкция а-ля Solnova. Вот, и мы получаем голую трубу, скажем так. Ну, то же самое, что и в Шайен. Единственное, что у меня не сохранилось фоток, как выглядит внутрянка Шайена, но она отличается, ну, понятное дело, да, потому что у Шайенов бесколлекторный мотор, здесь все-таки они соврали, это обычный коллекторный моторчик стоит. Плата, кстати, ужасно нагрелась. Судя по всему, да, потребление тока высокое. Вот этот вот, скажем так, отсек у китайцев, он выполнен на токарке с элементами фрезеровки. То есть здесь фрезеровано. У Шайенов это все дело отливается из пластика. То есть Шайены рассчитаны все-таки на более массовое и дешевое производство. Китайцы же тратят все-таки время на фрезеровку. Это, конечно же, подороже, но с другой стороны, изготовить форму для литья пластика под давлением, ну, наверное, не знаю, что тут окупится, что нет. Здесь у нас что? Ну, здесь у нас, понятное дело, что контроллер, 2 светодиода, 1 кнопка. И вот здесь вся силовая часть. Где моя лупа? Посмотрим, что тут используется. Вот, B628. Классический повышающий стабилизатор MT3608. Кстати, достаточно добротный. Он 2 ампера тянет. Ну, как бы 2 ампера, может, он не потянет, но в отличие от того, что ставят китайцы в свои вот эти навесные аккумуляторы, там я видел сплошь и рядом какое-то ноунейм говно. Здесь все-таки ситуация получше чуть-чуть. Дросселек, конечно, наверное, слабоват. Плюс, ну вот, 2 конденсатора, 2 керамики стоит на выход, но тоже такие фуфлыжные, учитывая то, что, смотрите, высоты у нас тут достаточно, то можно было бы заморочиться и поставить что-нибудь получше. Вот, ну, опять-таки сэкономили. Ну, что же. Сейчас я, конечно же, предлагаю скрутить мотор, спаять его и посмотреть на потребление тока двигателем. То есть, вот тут можно даже сейчас, кстати... вот, да. Он не крутится в обратную сторону, заклинивает. То есть, он крутится только по часовой. Я слышу, как внутри шуршат щетки. Не знаю, будет это слышно или нет. Ну
Ну, вот, как-то так. То есть, судя по всему, классическая проблема: внутри надломились или заломились щетки и устраивают там короткое замыкание между собой. Сейчас посмотрим более детально. Eccentric 4.0. Кстати, с виду достаточно добротного качества. Ну, люфт есть, но это не страшно. То есть нормально для таких маленьких подшипников. Единственное, только что я не понял, мотор болтается, как вон собачьи уши не закрученные. Ладно, откручиваем. Вот такой вот обычный коллекторный мотор 2607, насколько я помню маркировку, китайский. Но молодцы, хоть что поставили на подшипниках, потому что иногда экономят, ставят на втулках, а втулки на поворотниках, конечно, разбиваются быстро. Так, мотор начинал троить на где-то там в районе 10 вольт, поэтому примерно так же мы ему и дадим. То есть все внимание на лабораторник. О, все. Ну все. Как я и предполагал, что ему пиздари. Пошел дымок. То есть, ну, вы видели, там 1,6 ампера было на старте. То есть он уже коротнул. Вот. Ну вот, короче, как я и предполагал, что проблема в моторе, то есть там, не знаю, сейчас вскрывать его или не вскрывать, чтобы вам показать вообще, почему так случается. Ну, вскрою для наглядности, конечно. Расковыряли мотор. О, вот еще, смотрите, кстати, да, косяк. Обмотка одна отвалилась. Возможно, это и послужило причиной. А может и нет. Коллектор, ну, такой, подгоревший немножко. Сейчас посмотрим. Вон, да, место с гарью. Ну и ключевой момент, почему все это произошло: щетки. То есть смотрите, как они зацепились друг за друга. Вот поэтому все это дело коротнуло и сгорело. Посмотрим чуть поближе. Вот, видите, на место контакта двух щеток. И получаем КЗ. Бляха. Вот такая вот беда. Учитывая, кстати, машинки там вроде около 3 месяцев она в эксплуатации. Ну, можно списать на брак мотора, это первое. А второе, ну, ремонт-то, по сути-то, и не шибко дорогой. То есть подобный мотор что-то в районе, там, может, 20-25 долларов стоит. То есть меняется он достаточно легко. То есть вы сами можете разобрать машинку. Вот эти контакты. Спаиваете мотор, да и припаиваете новый. Прикрутили этой фуфлыжной крышкой из оргстекла, да и все, и работаете дальше. Не вижу никаких проблем. В этом, наверное, и плюс китайских тачек, то, что испокон веков они были такие а-ля вечный конструктор, то есть можно что-то ремонтировать, менять достаточно бюджетно. Ну, единственное, что если лахнет контроллер, то уже тут вы ничего не пофантазируете. Вот, поэтому надо менять мотор. Ну вот, будем заказывать моторчик и менять. Такая вот история. Всем спасибо за просмотр, всем пока.